Друзья в недоумении, родители в ужасе, коллеги в шоке. Девушка едет отдыхать одна с ребенком, да не куда-нибудь, а в Турцию, где русских красавиц любят и им прохода не дают. Вот непутевая, что у нее вообще в голове? Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня хочу вам рассказать, стоит ли девушке отдыхать в Турции одной с ребенком, ну или без детей. Мы с сыном были в этой стране уже несколько раз. Если вы хотите отлично провести отпуск без каких-либо происшествий, то обязательно учитывайте все особенности страны, которую собираетесь навестить. Например, туристам всегда нужно отталкиваться от основных правил определенного города, ведь иногда из-за неосторожности можно попасть в неловкую ситуацию. Огромное количество людей со всего мира посещают Турцию для того, чтобы отлично расслабиться, оздоровиться и получить удовольствие от путешествия. На самом деле Турция отличается своим непревзойденным сервисом, живописностью природы и своеобразием архитектуры. Но помимо незабываемого отдыха, туристы из-за своей неопытности часто сталкиваются с различными проблемами. И мои советы помогут сделать ваш отдых в Турции максимально безопасным. Первое – это альфонсы и ловелас. Всем известно, что славянские девушки пользуются большой популярностью на турецких курортах. На них обращают внимание, кивают комплименты вслед и признаются в любви с первого взгляда. Но так ли не видно все на самом деле? К сожалению, результаты такого чрезмерного внимания порой могут нести угрозу не только вашему кошельку, но и личной безопасности. Как этого избежать? Не гуляйте на береговой линии в темное время суток. Вместо ночной прогулки по пляжу в одиночестве лучше остаться на территории своего отеля. Не выходите за пределы пляжа в купальнике, так вы избежите излишнего внимания местных мачо. Не реагируйте на выкрики, оклики и прочие попытки незнакомых людей привлечь ваше внимание. Даже если вам кажется, что это любовь, будьте аккуратны. Второе – это высокий уровень ДТП. В Турции действительно опасно передвигаться по улицам и дорогам, ведь водители часто пренебрегают всеобщими правилами и законами. Если вы хотите защитить себя и своих детей от опасности, то внимательно следите за движением на дороге. В интернете и на телевидении часто появляются устрашающие новости о дорожном движении в Турции. Но часто виноваты даже сами туристы из-за того, что пересекали дорогу не в положенном месте или были невнимательны. Третье – это мошенничество и кражи. На любом популярном туристическом курорте нужно пристально следить за своим имуществом, и Турция не исключением. Здесь существует несколько типичных ситуаций для обмана туристов. Где и как обманывают? Это, например, обмен валюты. Меняют деньги по курсу, далекому от действительного. Такси. Водитель может возить вас кругами по одной и той же дороге, а потом выставить счет размером в половину горящей путевки. Ужин в ресторане. Некоторые рестораны могут иметь не одно, а целых 2 или даже 3 меню с совершенно разными ценами. Как же могут обмануть туриста? Очень просто. В начале ужина вам принесут меню с приемлемыми недорогими ценами, а в конце длинного веселого вечера с горячительными напитками принесут счет, превышающий реальную цену в несколько раз. Если вдруг вы решите перепроверить цены, вы же точно видели, например, что кебаб стоит 30 лир, а не 60. Вам покажут то самое дорогое меню и скажут, что вы ошиблись. Как не стать жертвой обмана? Совершайте обмен валюты только в строго предназначенных для этого местах и точках продаж. Следите за тем, чтобы таксист включал счетчик сразу же, как только начал маршрут. И постарайтесь запомнить, а лучше даже сфотографировать меню при посещении ресторана вне отеля. В таком случае, если в конце вечера возникнет недопонимание с персоналом, у вас будут веские доказательства. Четвертое – это травматизм во время развлечения на водных аттракционах. Практически все туристы, которые приезжают на отдых в Турцию, отправляются на пляж с целью попробовать новые впечатления и ощущения. На сегодняшний день в Турции есть масса различных аттракционов на воде. К сожалению, различные травмы в летнее время года достаточно распространены, ведь из-за количества туристов побережье переполнено водными мотоциклами, например, горками и различными видами надувных аттракционов. Если вы приехали на отдых в Турцию с детьми, то старайтесь кататься на аттракционах
в то время суток, когда туристов на пляже минимальное количество. Пятое – это вспыльчивый характер местных жителей. К сожалению, люди встречаются разные, и не только в Турции. Далеко не каждый обладает понятием об элементарной культуре общения. Поверьте, горячий турецкий темперамент может абсолютно непредсказуем. Можно вызвать агрессию местных жителей, даже если вы вовсе не вступали ни с кем в диалог. Как избежать ссоры с местными жителями? Например, не вступайте в споры, склоки и ссоры. Держите себя в руках, даже если что-то идет не так. Сохраняйте спокойствие. Что делать, если вам причинили моральный или материальный вред? Прежде всего помните, до тех пор, пока вы не ответили тем же, закон будет на вашей стороне. По турецкому законодательству за оскорбление можно понести суровое наказание. Послужить поводом для вызова полиции может даже слово «дурак», если, конечно, оно произнесено со злой интонацией. Кстати, «дурак» в переводе с турецкого – это остановка. Турецкое законодательство распространяется не только на граждан Турции, но и на туристов. Здесь даже существует специальная туристическая полиция, которая призвана защищать интересы гостей страны. Самым правильным поступком будет вернуться в отель и попросить персонал вызвать полицию. Полиция – это 155. Если у вас есть туристическая страховка, включающая юридическую помощь, сразу после конфликта позвоните по телефону сервисной компании, указанному в полисе. Юридическая помощь – это дополнительная опция. Ее нет в базовом пакете услуг, но ее можно добавить за небольшие деньги. По туристической страховке вам окажут помощь в любой ситуации, которая требует юридической поддержки. Страховая компания компенсирует стоимость консультации иностранного юриста по возвращении застрахованного на родину. Главное сразу сообщить в компанию о случившемся и собрать все квитанции и чеки, подтверждающие оплату услуг. Жара. Температура воздуха на юге Турции летом намного выше, чем в средней полосе России или в Сибири. Отметка термометра вполне может подниматься за 40 градусов. Людям, имеющим проблемы с сердцем или сосудами, жара очень опасна. Не стоит рассчитывать на кондиционеры. Переход из кондиционированного номера на жаркий пляж и обратно тоже перенагружает сосуды. Правила поведения в Турции не такие уж строгие, зато их соблюдение убережет вас от многих неприятностей, и долгожданный отпуск не будет испорчен неприятными инцидентами с местным населением. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Пока-пока.